Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости о семье известной певицы Натальи Королевой. Сегодня утром в Центральном суде города Москвы начался самый громкий судебный процесс за 2023 год. В ходе судебных заседаний, которые продлятся 3 недели, будет определена дальнейшая судьба сына Натальи Королевой Архипа Глушко, который 3 месяца назад лишил жизни ректора Московского института культуры Арсения Миронова. Сегодня в зале суда впервые появился главный обвиняемый Архип Глушко. 23-летний молодой человек находился в страшной депрессии, был сильно подавлен и все заседание просидел с опущенной головой. В зале находилось около 1000 человек, семья Натальи Королевой в полном составе, студенты Московского института культуры и известные российские артисты, такие как Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Александр Домогаров, Никита Михалков и Игорь Николаев. Все они сошлись в едином мнении: Архип Глушко, совершивший чудовищное преступление, понесет самое жесткое наказание. Первым взял слово народный артист России, близкий друг погибшего ректора Александр Юрьевич Домогаров. Известный актер не церемонился в выражениях и жестко обозначил свою позицию. «Будь ты проклят, гад!» — обратился Александр Домогаров к Архипу Глушко. «Ты лишил всю Россию уважаемого, творческого, глубоко интеллигентного ректора института Арсения Миронова. Я обещаю всем присутствующим в зале, что ты получишь самое жесткое наказание, такое, что мало не покажется», — жестко заявил Александр Домогаров. Поддержали слова Александра Юрьевича Домогарова известные российские артисты и студенты Института культуры. Наталья Королева и Сергей Глушко все судебное заседание просидели особняком и не произнесли ни одного слова в защиту своего сына. Также появилась информация, что, вероятнее всего, Архип Глушко за свое чудовищное преступление получит 25 лет лишения свободы и отправится в одну из самых страшных тюрем России под названием Вологодский Пятак. По мнению известных криминальных авторитетов России, таких как Дамира Казанского и Лохи Сочинского, сына Натальи Королевой ждет очень незавидное будущее, и Архип Глушко вряд ли выживет в местах лишения свободы. Криминальные авторитеты Махмуд Сибирский и Денис Комаров уже отправили послание в тюрьму Вологодский Пятак, что к ним скоро приедет сын Натальи Королевой. Авторитеты не стали скрывать правду и честно сообщили, кем был в СИЗО Архип Глушко. Хорошо известно, что сын Натальи Королевой, находясь в СИЗО номер 4, относился к касте опущенных и был замечен за стукачеством по отношению к своим товарищам. Помимо этого, авторитет Махмуд Сибирский отправил личное послание смотрящему тюрьмы Вологодский Пятак, вору в законе, Карге Московскому. Цитата: «Братан, привет! Тебя скоро ждет большое развлечение. К тебе едет в гости сын Натальи Королевой, Архип Глушко или просто Орхидея. Устрой этого петушка на самое лучшее место». Написал в послании один из самых главных криминальных авторитетов России Махмуд Сибирский. Помимо этого стали известны печальные новости о матери певицы Натальи Королевой Людмиле Порывай. В связи с последними шокирующими поступками 76-летней Людмиле Ивановне также может грозить уголовное наказание. К слову сказать, за последние 2 месяца мать Натальи Королевой дважды появилась в криминальной хронике Москвы. Сначала она нанесла тяжкие телесные повреждения своему соседу по лестничной площадке и разгромила продовольственный магазин, а несколько дней назад устроила погром в Музыкальном институте культуры.
В случае, если Людмилу Порывай привлекут к уголовной ответственности, это уже будет второе наказание для матери Натальи Королевой. Год назад она уже привлекалась к ответственности в Соединенных Штатах Америки за финансовые махинации.